Друзья, всем привет! Привет, ребят. Вы извините, что мы опять так надолго пропали, вы нас там уже потеряли, мне уже 1000 комментариев написали, что с ребятами, люди, кто знает, куда ребята пропали. Живы ли они там вообще? Да, ну я все равно на комментарии, друзья, отвечаю, вам можно это понять, что мы живы, здоровы, иначе бы некому было отвечать на комментарии. Знать, что он жив. Да. Иногда я пишу публикации ВКонтакте, в Одноклассниках, на YouTube-канале тоже пишу в сообществе, там есть раздел сообщества. Я в социальных сетях не сижу, поэтому... Да, когда отвечаю на комментарии, некоторые думают, что это отвечает Аня. Да. Я пишу сразу, что Аня не сидит в социальных сетях, не сидит на Ютубе, каналом и группами занимаюсь только я один. Занимаюсь этим. Вот. Ну, Ане я все передаю, все читаю, все ваши комментарии. Ну, тоже. не совсем все. Ну да, плохие я стараюсь поменьше читать, чтобы не расстраивать. Вот, да и зачем всякую такую ересь читать, всякие оскорбления и все прочее. Так, а хорошие читаю. И мы вам вместе благодарны за поддержку. Большое спасибо. Это самая главная поддержка. Очень важна для нас. Да. Мы постараемся видео не раздувать, хоть нас очень долго не было, но я уже его начал раздувать. Да, лучше мы в порядку снимем больше видео, постараемся, и там уже будет понятно, что у нас в жизни происходило, какие события за последнее время. Поэтому... Да, у нас просто на самом деле не было возможности даже, да и сейчас как-то тяжело. Ты сказал, не будешь раздувать. Ну я стараюсь, надо же объяснить сама. В общем, все понимают, что ребенок, он то кушает, то спит, а квартира маленькая, однокомнатная съемная. Вот, да. Ну, в общем, снимать пока негде. Мы уже хотели в туалете видео снимать, но решили этого не делать. Да, хотели попробовать. Вот, в общем, вырвали момент, решили снять. Я не знаю, за кадром там слышно, как наш ребенок на кухне с бабушкой разоряется. Разоряется, в общем. Мы вырвали момент, попросили там посидеть, пока мы записываем. У нас мало времени. Да. В общем, куда мы пропали? Все лето, можно сказать, мы искали дом. Жилье. Да, жилье. Жилье искали. Да, искали. Потому что, как сами понимаете, здесь нам становится тесно. А вот ребенок, здесь негде даже ползать. Плюс мама собиралась в этом году покупать себе уже жилье, как бы, да, там переезжать. Вот. И мы решили найти дом для совместного уже проживания. То есть мы решили жить вчетвером. Да, мы, извини, перебью, мы поняли, что уже мама одна жить в доме не сможет, на те деньги, которые у нее есть. Она купит себе домик только где-то далеко в деревне, а из дома с ребенок... Поправлю, что ребенок, дом надо брать еще, тем более она все-таки ей по 70 лет уже, да, через 2 года. Вот, и здоровье не позволяет ей жить в доме в очень плохом. Там многие скажут, вы можете дом там купить самый там дешевый, развалины и все такое. Ну, ребят, пожилой человек отправляет где-то за 100 километров в какой-то дом ветхий, извините, конечно. Но это слишком. Кто-то тоже скажет, да у меня маме 75-80, она одна живет, справляется. Ребят, здоровье всех разное. Да, тоже надо это тоже считать. Да, в Казахстане тоже жила уже на своем месте. Дом там был, правда, каменный, хороший, но она жила на своем месте и уже привыкла. Ей, может, и легче было, и знакомые какие-то рядом были через забор там и все. Сейчас отправим куда-то за 100 километров одну, вот, без помощи. Просто реально будет страшно. Мне туда-сюда мотаться к ней. Я не за рулем, да, там, ну это ладно, не факт, ничего страшного, просто помогать мы ей не сможем. А ее помощь физическая нам нужна здесь тоже. И плюс все-таки она рядышком здесь бывает, ей тоже плохо становится, у нее сахарный диабет, у нее часто перепады давления, ну здоровье реально плохое, все равно нужна помощь ей самой. В общем, мы не будем раздавать, в общем, нам без нее никак, и ей без нас тоже. Вот, да и внука она тем более хочет видеть чаще, а если вот увидит, то очень, помогает не сможет. Да, она очень сейчас вот даже на кухне с этим уже. Даже когда она уходит в магазин, да, он уже орет, бабушка где там, ну как бы он кричит вот за ней, он сразу ее узнает, как бы вот бывает такое, что у нас Гриши дома нету, часто по делам, и она с ним полдня может быть. Ну вот как раз по тем делам. Вот мы искали дом. Да. Дома искали. Все лето искали дом. Да, все лето искали дом, ездили, пересмотрели кучу домов, но сразу за 30 километров и дальше, и ближе. Мы забегаем немножко вперед, а мы забыли сказать, что в деревню с мамой мы уехать не можем, потому что, сами понимаете, я болею сильно, и мне нужен город. А ребенку маленькому тоже нужен город. Вот. А деревня, ну там,
Ну, Сами понимаете, деревня, да, деревня. нам нужна помощь родителей Гриши, Да, физическая мне тоже надо помощь, жить потому рядом что, да, с родителями. родители помогают. Гришин папа на машине за рулем, он может чем-то помочь. Если мы переедем куда-то далеко от родителей, далеко просто куда-то за город, то мы там просто без помощи будем. Ну, втроем, получается, Аня будет с ребенком и со мной полностью одна, как бы еще с пожилой мамой. Хоть она нам помогает, Нет. конечно, очень хорошо, но она полностью не может тоже взять меня на себя, там, да. Приходит моя мама, иногда помогает физически, там, ну, помочь там, в ванну сходить, да, там, когда Аня с Да, ребенком просто ребенок еще занимается. маленький, я извини, перебью. Ребенок маленький, часто нужна какая-то все равно медицинская помощь. Мы здесь в поликлинику где-то обращаемся, и в городскую больницу ездим, у нас там врач свой, да, там наблюдает нас каждый месяц, смотрит, что все было нормально. Ну, то есть постоянно нужна цивилизация, нужна здесь все-таки для ребеночка. Ну да. Плюс еще университет деревня, у нас есть интернет хороший, а у меня О, это работа по первая была. интернету. Это Да. первая проблема была с интернетом. Когда вот мы сначала думали, что ой, да что там интернет, он везде сейчас есть. А когда ездили дома смотрели, то оказалось, что нифига он не везде есть. Что у многих даже спутниковые Телефонов теле- даже нет просто. Да, даже телефон, Дома. даже сотовые телефоны. Связь не ловит. А мы один дом смотрели, нам говорят, да пойдите, вот сядьте там возле холодильника, в тот-то угол, Да, ну мы это на, расскажем да, дальше. на 5 сантиметров там от холодильника, отодвиньтесь, и телефон заработает. Да, Очень да. так смешно было. Ну, в общем, денег не хватает на нормальный дом поближе к городу, поэтому мы решили брать ипотеку. Да. Но мне ипотеку на дом, почему именно на дом, мы чуть дальше объясним, мне ипотеку на дом не давали, поэтому мы решили взять на моего папу. Мне не давали, потому что я инвалид первой группы, меня не страхует ни одна страховая компания, ипотечного кредитования, ну, ни одного банка, мою жизнь именно, и потерю трудоспособности. И у меня нету официального дохода, кроме пенсии, а это мало. Вот, поэтому нам не давали ипотеку на меня. У Ани нет гражданства, еще Российской Федерации, До сих вот, и официальной работы, естественно, поэтому ей тоже не давали ипотеку. Вот, отец у меня работающий пенсионер, вот, ему дали ипотеку на дом. Да, отцу одобрили Гришину ипотеку с тем взносом, который у нас есть, ему одобрили. Да, вот, но у банка мы брали ипотеку в банке ВТБ, у банка ВТБ такие жесткие правила, дом должен быть не старше 20 лет, Да. вот, он должен быть не дальше 20 километров от черты города. Он должен быть только из кирпича, не из дуба. Он должен иметь только газовое отопление, причем уже подведенное и функционирующее, то есть Даже, введено в эксплуатацию. дело не в том, что он должен иметь только газ отопление, он должен иметь все полностью, и газ, и свет, и водопровод, все. То есть да, бывали дома, Полностью жилой дом должен. попадались хорошие дома, но газ еще не подведен. То есть Да, есть уже положен, допустим, ремонт сделан какой-то, там полы уже сделаны, окна электрическое отопление. все введено, как бы там вроде бы рядом, газ рядом, то есть во дворе уже можно, просто нужно котел поставить, ввести, но банк такой дом не одобряет. Да. Он говорит, вот когда дом войдет в эксплуатацию полностью, когда они там газ придут, все, тогда типа мы одобрим. Туда одобряют. А хозяева говорят, что типа если мы сейчас все это ведем в эксплуатацию, то дом будет еще там на несколько сотен тысяч больше стоить, и мы уже просто не укладывались. Да, нам это было дорого, конечно. Ну, в общем, почему мы взяли ипотеку, мы объяснили, потому что тех денег у нас, которые были на дом, не хватало только на дом в деревне, вот. Поближе что-то стоит дороже, сами понимаете. Чем дороже городу, тем дороже и Чем дома. ближе к городу. Ой, чем ближе города, тем дороже и дома. Да. Вот, поэтому решили взять ипотеку. Почему именно дом, почему не квартиру? Ну, потому что всегда была мечта жить на земле у меня. Аня с мамой всегда жили на земле. Им это привычно. Да, кстати, квартира это очень тяжело. В квартире в 4 стенах, как бы, я всю жизнь прожила в доме, с садом. Как бы привыкла уже к этой свободе, что можно в любой момент выйти на улицу и заниматься и цветами, и огородом, как бы. Свежий воздух. А мне тоже нужен свежий воздух, и я всю жизнь мечтал выбраться из 4 стен, выбраться из душного, перегруженного города на природу, чтобы вылез на свое крыльцо, вот, и подышал свежим воздухом, Да, мечтали об на этом. птичек посмотреть, на жучков, на паучков, на всех прочих. Ну и плюс, конечно же, свой дом, это свои Мы овощи. за все лето ни разу даже шашлыка даже не ели, ну реально. Просто думали, вот будет дом, будем там хотя бы летом просто на улице сидеть.
жарить шашлычок, можно поставить мангал, там, не знаю, бассейн какой-то надувной. Мечтали отдыхать, вот сидеть, чтобы он был тоже целый день на улице. Поэтому дом и захотели. Поэтому Ну, уперлись, да. скажу, мы реально вот уперлись в этот дом. дом, Да. уперлись. Вот. Но еще Аня перебила меня, это сказать, что дом это свои фрукты, овощи, это все Самое главное. полезно, да. И сейчас вот мы даже ребенку покупаем какие-то там овощи, да, фрукты, стараемся брать на рынке, а не в магазинах. Все лето я брала удачников. Удачников, да. Потому Ну и что- тут удачников берешь и не знаешь, на чем оно выращено, как Да. оно обрабатывается и все прочее. Стараюсь брать по знакомым в основном. Ну да, тот же кабачок мы ели, все лето старалась удачников брать кабачок, либо у знакомых удачников, там, свекрови свои знакомые, они привозили нам пакет этих кабачков, там, потому что в магазине страшно брать, где-то в магазине. Друзья, честно скажу, тяжело после нескольких месяцев передышки снимать какое-то видео, мы очень сильно торопимся, поэтому... И не хочешь еще видео большое делать? Да, не судите нас, если слишком как-то будет сумбурно, спонтанно, и где-то местами сразу резко прервемся, потому что малыш оно сидит на кухне и ждет нас. Вот. Поэтому мы продолжим дальше, мы объяснили, почему именно дом, почему не квартира, потому что природа и все прочее. Вот. Ну и мы хотим рассказать, вот какие дома мы, допустим, видели, почему они нам не подошли. Наверное, первый дом, это, который мы смотрели, сначала я первый начал ездить, потому что Аня была с ребенком, и чтобы ее везде не таскать, я первый ездил в дома, смотрел с родителями, со своими, потому что отец на машине. Вот. И первые дома, которые я смотрел, которые из них мне нравились, я сказал, я тебя привезу, туда я покажу. А на остальные, ну, даже смысла нету ездить. Потому что у нас есть опыт, когда мы искали съемную квартиру, мы по объявлению смотришь, там одно пишут, фотографии Да, красивые, по факту все а приезжаешь совсем другое, да. Вот мы вдвоем с Аней ездили в один дом, там красиво все было, вот, там фотографии супер, а когда приехали, там во дворе куча щебенки, у меня коляска даже не проходит. Вот, и по стене там большущая трещина шла, уже можно стена Да, вываливалась. кстати, да. Там не то, что по стене, там по всем сторонам дома были трещины. Полы были там кривые. Полы прогнившие, проваливались. Сарай огромный на всю территорию перед домом. Просто был огромный вонючий сарай. Мы, наоборот, хотели террасу какую-то сделать, там газон посадить. Ну, как бы, чтобы вот именно вот отдыхать, дышать воздухом. А здесь просто перед домом тоже сарай. Огромный сарай. Зато нет, зато у нас вот только что новая стройная баня. Классно, да? Я не любитель бани, никогда не была любителем бани, поэтому мне все равно на эту баню. Да. Гришка. Ну, это бог с ним. Самый первый дом, который я посмотрел, это самый первый дом, который вообще был у нас. Он очень нам понравился. Он сделан был в таком европейском, можно сказать, стиле. Ну, вот, там Там был, есть... да, обшит сайдингом, красиво, Да. все аккуратно сделано, во дворе плиточка лежала, там фонарики на улице такие подсвечивали, то есть эту вот именно дорожку, чтобы Да. видно было все. Помнишь, там такие куры были прикольные? Да, куры там были такие мощные, Вообще офигенные. Куры были. породистые. Еще я сказал, если что, типа будете дом покупать, я вам кур по дешевке Ну, продам. да, да, она просто все бросать как бы тоже не бросишь ее. Земли там было офигенно много, по-моему, 30 или 15 соток. Это вот только чисто под огород, не считая еще земли, где дом стоял. В общем, Да. территория была очень большая, Большая. хорошо облагороженный, дом красивый. Дом наполовину был деревянный, то есть из бруса сделан, а вторая половина была из кирпича. Вот. Ну, в общем, дом очень понравился, но нам он не подошел. Я туда один приехал. Да, меня- сначала лучше первый Да, поехал туда. моих родителей меня эта природа все вах. Они сняли мне на камеру это все, привезли, показали какие-то кадры. Сказали, что ой, очень дом как игрушка, все, поехали, ну и потом поехала я. Ну, Через какое-то опять же время. со мной. Да, опять с ними поехала я смотреть. Ну, когда туда ехала, уже меня многое смущало, даже по дороге, блин, там, ну, видно, что поселок просто, ну, отшиб, честно говоря. В поселке в этом ничего нету. Даже нормального магазинчика нету. В больницу нужно ехать в город, да, я так понимаю? в В город нужно ехать. да. Полчаса ехать. Больше получаса ехать. Это на машине больше получаса, а если на общественном транспорте, то еще дольше ехать будет. Не, на машине мы тоже полчаса ехать. Но это смотря какие пробки. Ну, да. мы, в общем, приехали, то там отшиб, там без машины, без своей машины на ходу, там делать нечего. То есть там все семьи, которые рядом идут, семьи, да, молодые, там много молодых семей живет, но они все со своими машинами. Потому что мне хозяйка сразу сказала, если у вас нет своей машины, ну, вам будет, ну, все равно неудобно и сложно. Так резко сорваться, куда-то поехать. Ну да.
такси заказывать очень дорого будет туда, из города. Вот. Дом, да, дом как игрушка, что говорить. Он внутри хороший, то есть оставляли всю мебель, оставляли всю мебель. Ремонт там неплохой. Хотя, ну, менять, конечно, нужно было бы. Там все очень темно, мне показалось. Слишком Не, ну темно. ремонт это со временем. На Нет, первое это время со там, временем. на первое время Дело там даже не в всё этом, не хорошо в было. ремонте, конечно. Дело в том, что абсолютно не ловила сотовая связь. Ни во дворе, ни за двором, ни в доме, нигде сотовая связь не ловила. Интернета тоже нормально не Интернета было. там нет. Да, Ставить спутниковый нужно. поначалу менять это природа, все это вот, прям так, ой, как хорошо. А потом, когда Аня стала дома вопрос задавать по поводу интернета, для меня даже, то что там интернета нету, я говорю, да я найду деньги-то на спутниковый интернет. Она говорит, а ты уверен, что он будет ловить? Я говорю, да у меня он будет ловить обязательно. Так хотелось этот дом. Энтузиазм, да, Да. такой был. Ну, на самом деле, говорю, что видно, что поселок, ну, просто такой, вы знаете, ну, не инфраструктуры никакой там нет. Ну, сказали, что он будет вроде бы развиваться, но через сколько лет это будет. Страшно. Да, страшно. Страшно. Мне страшно стало, и правда. Я даже дом хороший, красивый, все, но у меня как-то померкло все. Я не знаю, когда я заехала в поселок, посмотрела, что там ничего нету вообще, что мы там одни останемся, я, ребенок, Гриша и моя мама, мне страшно стало просто. Я сказала, нет, конечно, нет, нам это не подходит. Было жалко, но мы Поэтому мы уехали. этот дом отсеяли. Мы еще не отсеяли. подумали, что это тоже далековато от моих родителей. Как бы. Тогда энтузиазм был такой хороший, прям, ну, хорошо подумав, решили, что все-таки далеко. Можно сказать сразу, оттуда же мы поехали в следующий дом. Он находится, Но он находится ближе как бы к городу, да, ну Вот. там есть объездная, по объездной можно ездить. быстрее доехать. Да, быстрее будет. За минут 15-20 на машине. Минут 12 ехать, я засек. Нет, вру. До этого дома, как раз от нашего дома, до квартиры, до того дома, который мы в том поселке в следующем нашли, ехать 24 минуты. Ты запутанно сказала? Ладно. В общем, приехали мы туда, посмотрели. Что нам там не понравилось? Так, что нам там не понравилось? Ну, сначала я не поняла, что это тоже отшиб. Там как бы поселок сам, да, он развитой, он рядом с городом, как бы развитой все поселок. Но этот дом как бы во второй части поселка находится. Вот Да. как бы во вторая часть, она более такая вот отшиб, опять же таки. Но об этом я сначала не знала, что это отшиб, потому что было непонятно. Мы там заехали с другой стороны. Я даже не ошибся, думаю, что я даже, как бы последний стоял, что ли. Ну, там как-то, там Как окраина. искра. Там Короче, окраина. я вам скажу так, выходишь за ворота дома И ничего нет. и поля. И поле большое, Да, привет, просторное поля. поле. Выходи и кричи, ау. Вот, и в общем, мы... Зато без снега зимой вид какой был бы. Ну да, вид, вот вид, да, вид красивый. Да, шикарный Понравился был. вид, конечно. Опять же купились на вид. Вот. Да. Но зато выходишь из дома, просто с дверей дома, а у тебя перед домом стоит большущий кирпичный, по-моему, да, я шлагом дверной был, кирпичный, по-моему, сарай. Кирпичный, да. Причем не один сарай, а несколько сараев. Газосиликатный кирпич. Несколько сараев, баня, все это с огроменной крышей, которая нависает над двором. Вот. То есть, в общем так, заходишь, у них вот, заходишь в ворота, у них нету крыльца, нету входа в дом. Надо у них, обходить. у них просто стоит гараж. То есть заходишь во двор, там просто насыпной щебенка тоже была насыпная немножко, там не было никаких тротуаров, ничего. И гараж перед домом, то есть там нету входа в дом. Нужно обойти дом вокруг, и там будет вход в дом. И сарай. И сарай, то есть маленький бетонированный дворик, и все перед этим всем сарай, огромный сарай. Туда, кстати, пахло довольно. Там они держали Там раньше. свиней держали. Они раньше держали свиней, еще там Бардак, в общем. хвост, по-моему, там держали, что еще как-то держали. Короче, это все в таком ужасном виде, и это все по-любому бы надо было бы сносить. Ну, это ужасно. еще куча денег. Это все надо было сносить, потому что это невозможно смотреть на это. Ну, нам ни к чему это. Я не собиралась там свиней разводить или там что-то, хозяйство. Зачем оно нам Но там надо? люди жили уже тоже в возрасте, есть свои проблемы со здоровьем, Ну да. им это все не надо. Они уже сказали, что не потянут такое все. Да. Хозяйство. Они и всё. хотят, дом большой очень был, кстати, 90, по-моему, с чем-то квадратов, да? по-моему? Да, 95 Почти, он почти квадратов. под 100. Вот, нам очень так понравилось, там комнаты большие, просторные, дом из хорошего, 4 комнаты. да, дом из хорошего кирпича, просторный холл, кухня, все прям, ну ванна, правда, не Ванны очень. там не было. Сразу скажу, Да, ванны ванн там вообще не не было. было. Там была маленькая конорка, маленькая. Там типа подобие душа сделано самодельное, там даже душа-то не было. Там нужно было переделать.
Да, там нужно было все переломать и переделать, там невозможно было даже развернуться в этой ванночке. Ванну даже коляску мы не Там даже заходили. ванну не поставишь просто. Да. Там ее и не было. В общем, там работа еще прилично, сносить Работа это. там прилично было. Сносить все эти постройки. Кухни во также дворе. нету. Кухни также нету. Есть летняя кухня, они сделали большую, да. Но это летняя, она не утеплена. То есть ей пользоваться можно только летом. А зимой там кухонька маленькая там тоже. И дверь из кухни в гараж идет. Дверь никак не утеплена, ничего. То есть я так подумала, что, наверное, с этой двери зимой тянет даже, наверное, на эту кухню. В общем, ребят, мы скажем так. Кто-то, может, посмотрит и скажет, да вы зажрались, Придираемся, да. да, зажрались, отличный дом, типа, ну, понимаете, дома в основном, которые мы смотрели, они для здоровых семей, то есть, где муж с женой оба двигаются, могут сами что-то У меня еще в делать. то время была очень сильная проблема со спиной, как раз сильно болела в это время, когда мы искали дом. Ну, подожди, знаешь, ты тоже спиной, это ж и тебе там все это делать. Не-не-не, просто я-то говорила, ой, там буду огород, буду там переносить эти кирпичи, помогать разрушать все. А там 30 соток земли, это вся земля, огород, это там тоже в не очень А когда хорошем состоянии, Да. там все это заросло, там столько надо всего этого полоть, что... Да, там вокруг дома ужас. надо порядок наводить. Я просто настолько тогда приболела вот с этой спиной, что у меня весь энтузиазм тоже пропал. И родители меня так посмотрели, о, Аня, ты разваливаешь. Куда Да. ты лезешь? Просто я хотел сказать, можно я говорю? Да, ты говоришь. И то ребята скажут, что вы зажрались и все прочее. Понимаете, просто когда дом и много надо переделать, перестраивать, я перестраивать это не буду. Отец у меня тоже уже не молодой, и он плюс работает, и мотаться ему туда-сюда все это перестраивать. Но он поделает чуть-чуть, а потом посмотрите, ребята, идите вы нафиг, вы Самого. сами, да, сами дом покупали, оно вам надо. Он было, вот вы и делаете, я тут как бы не навязывался. А нанимать кучу людей, чтобы все сносить, переделать, ну мы не такие А богатые. переделать надо было, потому что Гришина коляска в комнату не заходила. То есть Да. дверной проем не позволял даже коляску в комнату Причем ни в провести. одну, ни в спальню, Ни в ванну, ни в спальню, только в только зал. зашел, да. Единственное, он мог зайти в зал, все. То есть не было ванны, чтобы его даже мыть там. Ванны нет условий вообще, то есть нужно было их создавать. Не было во дворе условий, чтобы коляска проходила даже. Во дворе нужно было выкладывать, делать что-то, потому что коляска бы его не смогла по двору. Ну, опять же, понравилась Это только, много работы. понравилась только природа. Понравилась цена, Да. понравилась площадь дома, что там места всем хватит действительно. И для ребенка, и для бабушки, и для нас с Гришей. Ну и люди были неплохие, продавцы хорошие люди, такие приятные. Понравилось, что много земли, потому что мама хотела огородом заниматься. Вот, много земли. Ну 30 соток. Сад был. 30 соток, я тогда говорил маме. Мама, я говорю, вы там что будете, футбольное поле? Мама тоже переоценивает свои уже возможности Ну просто. да. Вот. Мама хотела козу взять, знаешь, я о козе мечтала. Ну да. Во-первых, воды питьевой там нету. То есть вода питьевая у них центральная. А вода центральная питьевая, ее пить невозможно. Да, там потом нам даже по секрету Они на сказали, своей что... машине возят воду откуда-то, с какого-то там другого Ну да. конца поселка, на своей машине они возят воду. Кто нам будет возить воду? Заказывать воду бы пришлось. Мы об этом тоже сразу не подумали просто. Потом мы попутно с этим домом там еще в этом же поселке, но уже на другой части поселка. Смотрели еще несколько домов, нам понравились, но они были очень маленькие, очень мало земли там было, а цены заоблачные. И опять же очень много всего переделывать. Тоже мы отказались, а потом вообще посидели, так подумали, родители нам говорят, ребят, знаете, все-таки как-то энтузиазм был, но мы все-таки смотрим, что дети туда далековато. Далеко ездить, Да. Поэтому и давайте вы будете искать что-то поближе. Да, был один дом, сейчас вспомнил. Аня поехала туда с моей мамой, позвонили, главное, предупредили, все, что сейчас приедут. Я еще фотки смотрю, там вижу, у них будка стоит на территории дома. Говорю, наверное, собака есть. Вот, ну да, привет, так и все. Аня звонит, говорит, сейчас мы подъедем, ждите нас. Притом меня никто не предупреждал, что там собака или не собака. Никто Да, ничего не, не говорил. ну ты видел в тряпке, что там будка есть, как бы, но собаки там видно не было на фотках. Я вообще собаке не придала значения. Я просто позвонила, говорю, мы хотим посмотреть дом, можно сегодня подъехать. И я еще перед тем, как выехать, я позвонила, что я сейчас к вам выезжаю. Ехать до них минут 10. Они сказали, да, буквально. мы дома. Все, выезжайте, мы покажем вам дом. Мой папа был на работе, мама поехала с Аней на такси, а вот, ну и в общем, рассказывай дальше ты. Да, в общем, подъехали мы к дому, значит, открываем, смотрим, калитка приоткрыта. Как бы, ну, приоткрыта калитка. Мы зашли потихонечку во Ну типа двор. они ждут их, раз Но приоткрыто. они же знают, что я приеду. Приоткрыта калитка. Я захожу во двор с Гришиной мамой. Она впереди, кстати, пошла. Никого нет во дворе, тишина, как бы, ну, тихо, все нормально. Рассматриваю тут цветочки по бокам, все так вот, рассматриваю двор, все.
Не успели мы к входу в дом подойти, как выскакивает из-за угла, начинает сначала гавкать собака и бежит на нас. Но я вижу, что там у нее будка и цепь гремит. Я даже не подумала, что у нее эта цепь на всю длину двора сделана. То есть она может во весь двор до самой калитки бежать. А будка у нее почти за домом там. То есть она оттуда, эта цепь, протянута до самой входа, до самой калитки, до самых ворот. Вот. Я этого даже не знала, не сразу поняла. Собака бежит на меня, гавкает. Огромная овчарка, огромная высокая собака, мощная такая. Гау-гау-гау, вот так на меня. Я сначала стою, не пойму. Слышу, вижу, что она ко мне приближается. То есть цепь это не короткая. Вот. И в итоге я падаю назад, падаю на спину. Извините, перебежайте в фильмах собака бежит, а у нее такая огроменная цепь, она разматывается. Ага. Как в комедии. Бесконечная цепь какая-то там, в общем. Я падаю назад. Свекровь там, Таня стоит сзади, около крыльца в дом. Собака на меня полетела сразу. Ее, наверное, не заметила, скорее всего, потому что она как бы в сторонке стояла. Она увидела, опять меня увидела, поэтому на меня побежала. И, в общем, я прям ползком, потом задом, ползком к калиткам. И буквально там, я думала, все, она сейчас на меня прям встанет и будет, либо загрызет, либо еще что-то. Короче, Аня там разбила себе локти, все А у них еще тротуар сделанный, самодельный тротуар сделанный, из бетона был. То есть там арматура торчит голая. По бокам арматура прям вот так вот штыри торчали. И так арматура голая была, выбитая. Как я на эту арматуру не упала, я не знаю. Но я поцарапала себе и спину здесь. Да, ушибла. У меня как раз спина болела еще. Я ушибла спину, копчик. Локти стесала до крови. На бедре сильно был синяк. Вся была в грязи, в этот день еще шел сильный дождь. Как раз мы когда перед этим дождь сильно шел. Я вся в грязи была. В общем, доползла я задом до калитки. Зашла, села я в машину, вот такси нас, хорошо таксист нас ждал, мы попросили нас подождать. Я села в машину, закрыла двери наглухо, и я просто сидела в шоковом состоянии. Я не могла ни говорить, ничего, я просто сидела в шоке. Я слышу там, где-то там за дверями машины, там какая-то женщина что-то кричит: девушка, что-то выйдите, что-то, да. что ж вы... Вот, мама рассказала потом. Что ж вы не сказали, что вы что-то там зашли? Да, зашли. Как я же вам звонила, говорила, что сейчас я выезжаю к вам. Как вы за людей ждете, закрывайте калитку. Я даже не вышла из машины вообще, даже не стала разговаривать. А если бы кто-то из детей, из маленьких, там, в том же поселке, там кто-то из соседей зашел бы, там, не знал, что собака, так вот и... И вообще там видно было, что даже вот, когда мы подъезжали к этому дому, видно было, что собаки бегают так, дикарем какие-то собаки бегали большие тоже там, кстати, бегали там по улице по этой. Мама, хозяйка дома кричала, типа: девочки, ну что ж вы, ну давайте выйдите, ну посмотрите. Ну, да, уговаривала посмотреть, я не могла, потому что у меня текла тут кровь, я искала даже чем кровь эту убрать, все это замазать. Уже об этом думаю, все, я в шоке была вообще. В общем, этот дом даже не посмотрели. Не, на самом деле, когда мы туда ехали, видно, нам тоже шофер даже сказал: вы без машины тоже сюда не суетесь, потому что автобусы здесь ходят далеко трасса, и плюс ходят тоже там, когда там с каким-то промежутком, и трасса далеко, здесь вообще отшиб, здесь все в основном с машинами тоже живут, потому что вам неудобно выходите в город, там, добираться, чтобы вы ездили, к вам ездили. Тут, говорит, тоже вам будет тяжело, без машины. Сейчас друзья нас посмотрят, скажут: везде у них обшиб. На самом деле у нас не везде отшиб, но вот где находишь нормальные какие-то дома, там почему-то так вот получается. По нормальной цене, откуда так? Да, еще более-менее нормальная цена. Даже не по нормальной цене, ну да, и по нормальной цене, и нормальные дома. Потому что эти нормальные дома в основном как-то, наверное, молодых семей, да, и районы эти, они, наверное, можно сказать, как бы новые, не застроенные еще совсем. Не обжитые. Да, не обжитые. Вот. Да, у нас здесь есть микрорайоны такие новые, с частными секторами, домами, там даже асфальт не подведен. Но люди там уже живут. Но там, говорю, живут в основном семьи с машинами, со своим транспортом, там нереально. Да. Там тоже не делать там нечего, там тоже не магазинов, ничего нет. Но Они, там они выезжают приемлемые. так вот в город, запасаются всем необходимым на 2-3 недели. Да. И живут там дальше. Но они ездят, конечно, на работу. Ну, там и дома приемлемая цена утра. поэтому, потому что отшиб. Да, там Нам цена устраивает, нас не устраивает, что отшиб. Опять вот все упирается в отшиб, что да, невозможно что там. нужен интернет, во-первых, Цивилизация нужны больницы, туда даже врача толком не вызовешь. В общем, тоже свои проблемы. Да, на такси дорого будет мотаться, нам Да. вообще разоримся просто. Отец у меня тоже не сможет постоянно ездить. И сегодня машина у него есть, завтра ее может не быть, а дом уже как бы будет куплен в ипотеку выплачивать много лет, поэтому
не крыса, не Не стоит вариантов. того, да. В общем, мы начали смотреть дома все ближе и ближе, Да, и круг все ближе. сужался, сужался. Да, мы уже готовы даже где-то денег перезанять. Не знаю, как-то кредит какой-то еще взять, чтобы... Потому что чем ближе дом к городу, да, тем дороже, естественно, он стоил. Мы на самом деле пытались даже в черте города найти дома вообще, там стены, крыша, пол, даже такие дома искали. Даже пытались что-то там смотреть. Под самоотделку, да. Да, даже думали строить дом. Даже думали строить. Но так нам знакомые сказали, что строить фундамент сначала положите, фундамент должен не меньше года лежать сначала. Да. А сеять там- Отстаиваться. Да, это все долго очень будет. Да, это долго все будет. Потом еще только стены будете возводить, потом только там все остальное. То есть это все очень долго будет. А нам уже поджимает время. Уже Да, если естественно. строить, тем более мы боимся строить, потому что нас все предупреждают, что это надо постоянно ездить, контролировать, следить, потому что материал воруют, все воруют. Ну В да. общем, можно хотеть улететь, что потом и не достроишь, и денег уже не будет. Ну вот она тоже ездит смотреть, я в этом не соображаю, Аня не соображает, отец тоже у меня не наездится. Плюс участок еще купить где-то там, опять в черте города, участок, он будет тоже не дешевый. Ага. Вот так. Ну, мы начали все равно смотреть дома уже даже вот прям в городе. Прям в самом городе, но в этих домах были проблемы какие, они старше 20 лет. Да, не старше 20 лет, цена опять-таки высокая, но приемлемая, но высокая. Для этих домов она высокая, потому что они в черте города, только поэтому они 60-е года постройки, 40-е. 50-е года постройки. Были 70-е, но это все нам надо было, чтобы дом был не старше, допустим, 98-го, 2000-го. Да. Ой, Поэтому ну, да, не туда, не все попали. упиралось. Да, все Возраст упиралось в это. дома. Нашли еще один дом. В принципе, так, дом сам по себе. Ничего, Какой? ну, с кроликами. С кроликами? Да. Ну, да, был один дом. Цена такая приемлемая, в принципе, на него. Но далеко, он, во-первых, там где-то в центре города, Да. не здесь, где Нет, мы это, живем, это, в дальше принципе, не там. так далеко. Ну, От это нас- все-таки в городе хотя бы. Да. Все-таки в городе. Да. Хотя бы цивилизация, то хорошо. Но там нету ни двора, ни земли, ничего. Прям соседи впритык. Двора вообще нет. Соседи впритык к тебе. И получается как бы два дома на одной территории. Что типа того, что Там там... катакомбы. Да, Во катакомбы. дворе катакомбы ужасно. Там все это страшно, Там ужасно. работы много. И кто-то там живет вообще на территории этого же дома, построил какую-то стенку себе деревянную, там кроликов разводит. В общем, мы побоялись даже его в ипотеку брать, потому что мы так поняли, что дом очень проблемный. Того не стоил этот дом. О, ты какой большой. Ух ты, гигантский кролик. Не бойся, выпусти. Он не кусается. Ну, я сегодня уже собаку здесь гладила. Прикольный. Ребята, это все в центре города. Короче, вот захотите себе контакт. Э, Мало будет там. Можете завести. Вряд ли. Угу. Бедные масики, господи, что они с вами делают, а? Я вот не ем крыльчатину. Здесь же рядышком, знаете, за кольцом прям садик. Тут такой сарай. Справа. Все в центре города. Остановка рядышком, магнит рядом, все абсолютно рядышком. Это магнит около остановки. Вот здесь вот, короче. А, туда, Да. потому что мы вышли в Титанскую Ну, прогуляться. выше. Папа здесь нет. А сейчас вам куда? Нам надо в город. А мы где-то будем. Вот, а здесь просто соседи, ну, разрешают. Очень много домов посмотрели на территории спутника. У нас здесь есть район спутника. Очень много домов там посмотрели, но они все подтапливаются, Да. потому что там грунтовые воды. Страшно просто. Просто вот мы зашли в один дом, он просто вот вся земля мокрая. В доме у людей обвалился пол, они там стяжку сделали новую, как-то плиту под дом там что-то подлаживали. Там. Септик они каждую неделю выкачивают. Каждую неделю, потому что он переполняется. Они даже реально машинку туда не сливают, а сливают во двор. Во двор, потому что, говорит, нереально, септик переполняется постоянно. Ну хотя бы честно, люди попались, они сами там просто снимают, да? Да, они сами Они снимают. сами снимают, сами из Казахстана, вот, говорится, с вами мы не местные. Вот, они честно объяснили, долго с Аней общались на тему про Казахстан. Они честно сказали, ребята, это
дом не стоит вообще этих денег. Вот, и... Так я сама увидела, зашла, Да. я была с Гришиной мамой, мы сами видели, что он того не стоит. Я, Вообще. я тоже просто... Я даром была, говорю, я в этот дом даром не возьму. Я с вами тоже А был, фотографии я в были неплохие. Я в машине сейчас остался. Да, Гриша даже не пошел там. А я даже во двор зайти не смог, потому что они во дворе сразу, как заходишь, у них там гора песка лежала, они там этот дом строили. Они пытались его укрепить, этот дом, потому что боятся, что дом вообще обвалится сам. Да. Мы так поняли, что они хозяев, они снимают, а хозяевам даже, в принципе, не платят, по-моему, да, они просто его Они просто его ремонтируют. там все время ремонтируют. Почему мы его посмотрели этот дом, почему вообще приехали? Во-первых, мы не знали, что там подтопляет, мы по интернету Фотографии фотографии хорошие посмотрели, фотографии нормальные. И еще подкупило то, что дом здесь вообще в 5 минутах от нас. Да. В 5 минутах от нас. То есть от родителей в 5 минутках. Тут на автобусе буквально там несколько остановок и уже там. Мы потом смотрели еще второй дом по этой же улице, тоже в 5 минутках. Туда зашли, а земля вокруг дома, и на территории дома, она сырая. Опять сырая А всегда. дождь был позавчера. И А мы- земля такая, как будто дождь пришел Да, сегодня. мы им прям. говорим, а что у вас земля сырая? А нет, да вот дождик был вот сегодня. Ночью был сегодня дождик. Я Так мы нас- живем от вас в 5 минутах, у нас здесь дождя Да. не было. Дождя вообще не было, даже она просто сейчас был, недавно Я сказала, дождь. что ночью сегодня был дождь, но дождя не было. Аня Вот. пошла, пока мы там с родителями смотрели, там во дворе еще. Аня пошла, так тихо, с соседом пообщалась. Я с соседом, Сосед да. говорит, никакого дождя не Никакого было. дождя, говорит, не было. А у него повыше земля там. Они как-то в низине как-то, а у него повыше. У него все сухо, все нормально. Он говорит, не было. Позавчера, говорит, был дождь вроде бы, говорит. Я говорю, ну тут люди говорят, что дождь был вчера ночью сильный. У них такая, говорю, земля есть везде мокрая, прям как будто заливала. Нет. В общем, мы поездили, там посмотрели. И И люди, сырость такая, и знаете, Да. вот такой зеленый мох во дворе, страшно. да там даже бывает в доме. Мама говорит, там в ванну зашли, там вообще Нет, ужас. в доме, да, в доме. страшно. Она говорит, хорошо, что Аня говорит, ванну не видела. Там ванна говорит, вся цвела. И самое, что даже мою маму поразило. Там сырость ужасная. Люди вот дома продают, да, вот как объяснить. И вот они сами видят, что дом в ужасном состоянии, все сыпется, Ну валится. реально даром никто не возьмет его он даже. гнилой. Но то, они что. стоят, цену ломят. И говорят, вот видите, у меня вот здесь подоконник красивый. А сам весь дом валится. Да-да-да, дом уже валится, а у него подоконник красивый. Да, ну да, и они даже так, мама, моя смеялась, потому что с таким невозмутимым видом. Блин. Да, вид у них был реально невозмутимый. Ага. Все кругом рушится, там дом тоже трещинами пошел, полы проваливаются там. И она говорит, что у них все прекрасно. Я даже смеялся, я когда сидел во дворе, пока я в дом заходил, я даже заходить не стал. Ко мне подошел черный кот, сел напротив меня, так глаза такие выпучил, он на меня смотрит мне в глаза. У меня такое лицо было, как будто мне говорит, Забеременеть. как будто мне говорит, парень, беги отсюда, нет ты тут делать вообще. Наверное, это был последний дом, да? Нет, мы еще в яме смотрели, здесь в черте города в яме А, смотрели. да, на Мы подстанции. не знали, что это яма даже Мы сначала. даже не знали, что это подстанция. Посмотрели фотографии опять в интернете. За домом лес, главное, как бы. Дом в черте города написано, за домом лес, природа, все. Да. Как бы рядом инфраструктура вроде бы как На написано. фотографии дом красивый. Интернет в дом подведен, телефон, то есть, ой, круто, все рядом, все, блин, как. И цена вроде бы приемлемая. Вот, то есть загорелись, собрались, поехали туда. Но мы не знали, эту улицу мы не знали. Когда мы на такси туда приехали, во-первых, мы с таксистом что-то не могли найти этот дом сначала, не поняли, куда заезжать, как заезжать на эту улицу. Когда заехали, оказалось, что эта улица, одна такая улица длинная, она находится в низине, как бы вот в канаве, в яме. Огромная такая канава, и в этой канаве улица длинная такая одна. Мы зашли на территорию этого двора, посмотрели дом. Ну, дом внутри, конечно, оказался не такой, как на фотографиях сразу. Дом, видно, что очень-очень старый. Полы тоже проваливались, комнаты маленькие. Стены кривущие, как будто, знаете, вот землянка, как вот такое все, такое буграми, все стены такие буграми, все такое страшное. Ну, побелено чистенько, правда, но все буграми. И ту цену, которую они просили, дом реально не стоил эту цену вообще. Самое ужасное, что мы потом только узнали, мы просто, Двор заросший. они ездили с мамой, просто было непонятно, мы не поняли, что дом находится возле подстанции. Я никогда Да. не стал бы жить возле подстанции. Потом выяснилось, что рядом подстанция находится. Да, Это там забавно. эти электрические вышки, вот это все, провода, это, я говорю, ну, А еще потом мы дом Там- посмотрели, вышли с его мамой, пошли по улице. да, они же Улица жилая. пешочком решили пройтись, Даже найти вот- остановку. Да, понравилось даже. Найти там остановку, пытались что-то как-то выйти, куда-то к цивилизации захотели выйти с этой улицы. Встретили потом мужчину на пути и говорим, как отсюда выйти, мы хотим уехать на автобусе отсюда обратно. Он говорит, а вон там, вот видите лестницу?
Вот по этой лестнице идете вверх и выйдете на остановку. Ну, мы думаем, ладно, лестница. Когда мы к ней подошли, это было просто нереально. Это была лестница, просто там, не знаю, километра 2, наверное, в длину лестницы. Китайская стена. Великая китайская стена, да. Лестница нереально длинная. Вверх поднимаешься, мы, говорю, мы там шли с остановками, потому что я лично уставала по ней идти. Я не представляю, если бы мы туда переехали с моей мамой, с Гришей, мы, во-первых, бы с ним никуда не выбрались в город, тут на коляске, уж точно никогда бы не выбрались. Во-первых, за продуктами в магазин мы бы тоже не выбрались. Опять на такси мотались бы. Это нужно выйти на остановку автобусную. Это единственный путь был, чтобы выйти на автобусную остановку и выбраться с этой улицы. Нужно было подниматься по этой лестнице вверх. Моя мама бы не выдержала. И вышли мы сначала на какие-то гаражи. То есть поднимаешься по лестнице, перед тобой какие-то гаражи. И ничего не видно, никакой цивилизации, просто тупо везде гаражи. Страшно вообще на самом деле было. Мы даже заблудились со свекровью там. Мы не могли понять, как нам же в город выйти оттуда. Куда нам? Давайте я включу карту и попробуем как. Мне кажется, вот почему-то, что сюда куда-то. Вот сюда. Я такая же, да, машину тормознем спросим? Давай. Конечно, я не знаю, куда нам будет ходить. Потом какой-то мужчина ехал на машине мимо нас, и мы у него спросили, как выйти отсюда вообще можно, с этого лабиринта гаражов. Он говорит, а вот там завернете, выйдете в город. Ну, мы действительно потом завернули, идем. По одну сторону от нас была там военная часть, по-моему, какая-то. А по другую сторону подстанция. То есть там стоят эти вышки огромные. Мы сразу даже не заметили, что там вышки стоят. Вот. Короче, ребята, полный в общем, в яме, в полной яме. Капздец, как говорится. Да, уехали мы, в общем, разочарованные оттуда. В общем, были еще дома. Мы еще ездили, много смотрели. Много домов смотрели. Но эти все дома не подходили. Где-то даже дальность как бы позволяет, да, близко от моих родителей. Но это уже получается как бы не совсем даже прописка будет уже не городская. А если прописка не городская, в случае чего тебя на скорой увезут, фиг знает куда, в соседний поселок, да. А не в город. Потом, если мне плохо станет, то меня на скорой увезут, то родителям придется за мной ехать в этот поселок. И во много где нам дома нравились, нас сразу предупреждали, что зимой снег не чистится, если вас занесет, то даже в такси да, не подъедет. Большой минус то, что много из этих домов нам сразу сказали, что там снег плохо чистит. Даже вот если нашей маме будет давление плохо, даже скорую не вызвать, потому что они просто не подъедет. Это надо будет они бежать с лопатой и изучать дорогу скорой помощи. В общем, это полный бред. Вот как ни крути, мы недооценили свои все-таки физические возможности, действительно. Да. Финансовые, физические и еще. И, наверное, психические. Психологические, да. Частный дом брать, чтобы была семья большая, чтобы еще была все-таки какая-то помощь. Ну, у нас семья не маленькая. Но я имею в виду какая-то все-таки мужская рука, там, знаете, должна быть помощь. В этой семье одна девушка, муж инвалид, просто пожилая мама и маленький грудничок ребенок. Да, и все мы будем сидеть в этой дыре. Да, и все будем в этой дыре сидеть и радоваться жучкам-паучкам. Да. Пока лето, а потом... следующее наше видео мы будем сидеть там и помогите! Без интернета, без ничего. Ну, в общем, ребята, видео это мы раздули очень большое, я думаю, опять получится. Так что мы его перенесем уже на следующий раз. Расскажем, что мы дальше. Да, что у нас было дальше. Да, с домами с этими. Да, что мы дома посмотрели, что мы решили, чего надумали. Смотрите дальше. В следующем видео, как говорится, продолжение следует. Да, продолжение следует. Оставайтесь с нами.